Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание вещам, которые лучше всего не иметь в своем доме. Почему нужно избавляться от таких вещей? Какую они информацию несут вам для вашего дома и почему именно эти вещи нельзя иметь в доме. Далее подробно в этом видео, поэтому обязательно не пропустите эту информацию. Смотрим от начала до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Обязательно, друзья, проверьте, что был поставлен колокольчик, все уведомления. Также обязательно заходите на наш канал каждый день. У нас на канале много полезной, важной и интересной информации. Также ставьте лайк этому видео и делитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Мы неоднократно говорили о том, что каждая вещь, которая нас окружает, обладает своей энергетикой. И у многих вещей она настолько сильна, что эти вещи способны привлечь изменения в вашу жизнь, при этом как хорошие, положительные изменения. И также может быть такая ситуация, что эти вещи могут привлекать и отрицательные изменения. И часто бывает так, что человек не понимает, почему у него в жизни все не так, и что является для этого первопричиной. Помните о том, что дом – наша крепость, и вам в нем никто не должен вредить. А чтобы это не изменить, нужно внимательно следить, какие вещи вас в нем окружают и что вы приносите в свой дом. Потому что с такими вещами не притянуть потоки бы негативной энергетики, а с ней и несчастья, неудачи и разного рода проблемы. К этому вопросу нужно достаточно серьезно относиться, так как негативная энергетика, она способна разрушать все на своем пути. От вещей, которые несут в себе такую энергетику, нужно вовремя избавляться. Совершая такую чистку, вы будете открывать потоки для нужных энергий, заполняя ними ваше жилье. Итак, начнем с предметов интерьера. Например, вазы, подсвечники, статуэтки. Эти предметы не должны иметь сколы. Такие вещи не нужно держать в доме, даже если вам жалко от них избавляться. Потому что они уже напитаны негативной энергетикой. И когда вы ними пользуетесь, то передают эти вещи вам этот негатив. И постепенно, потихонечку нарушают энергетику вашего дома. А если таких вещей в доме много, они со временем просто ее разрушат. Далее старинные вещи, историю которых вы не знаете, также не должны находиться в вашем доме. Потому что вы не знаете, кто был их хозяином до того, как они попали в дом, какие цели преследовали, был добрым человек или злым, чем он занимался, какие у него были мысли. Часто такая вещь передается из поколения в поколение и без истории приносит в семью какое-нибудь несчастье, которое и передается с этой вещью. Люди злятся на судьбу, а сами в этот момент сохраняют такую вещь, даже не подумав за нее. Другое дело, если эту вещь купила ваша прабабушка и передается она из поколения в поколение. Такая вещь, наоборот, становится оберегом семьи и будет привлекать только положительные, созидательные энергии в ваш дом. Если вам жалко избавляться от старинной вещички без истории или предмета, заверните ее в материал или сложите в коробку, вынесите в подвал. Или, если решите оставить дома, то сложите в коробку, взяв свечу, растопить свечу, и нужно будет запечатать коробку, сделав на ней печать из воска. И скажите такие слова: «В этой коробке место твое, в ней находись, энергию свою не распространяй и негатив в мое жилье не привлекай».
Далее статуэтка голубей. Вы должны понимать, что именно такая статуэтка имеет плохую энергетику. А чтобы не портить энергетику дома, ее лучше вообще не держать в доме. Потому что именно статуэтки голубей будут отталкивать удачу от вас, от всех, кто живет в этом доме. И при появлении вот такой вот статуэтки, какая бы она ни была бы красивая, дорогая, у вас могут начаться какие-либо неприятности. Далее. Какие вещи несут еще негатив и разрушение? Это шкуры, это рога, это чучела животных. Они в себе несут достаточно сильную разрушительную энергию и, попадая в ваш дом, разрушают всю созидательную энергетику и, притянув проблемы, они тянут именно, будет все, вот благодаря этим вещам происходят проблемы со здоровьем, происходят всевозможные беды, происходят всевозможные несчастья. Эти вещи полностью пропитаны негативной энергетикой, так как когда-то это были живые животные. И для того, чтобы они в таком виде попали к вам, их нужно было лишить жизни. Поэтому перед тем, как принести в дом такую вещь, хорошо подумайте. Члены семьи, которые будут прикасаться к таким вещам или находиться с такими вещами в одном помещении, будут терять свою энергетику. А с каждым действием, например, прикасаясь к такой вещичке, энергетика будет разрушаться, притягивая негатив, и со временем еще хуже нарушит биополе, и вы станете подвержены негативу с глазу и порче. Мало того, имея такую вещь в доме, вам не удастся привлечь никакую положительную энергетику в ваш дом. Также плафоны на люстрах не должны иметь трещин, сколов и быть заклеены. Свет – это светлая энергия, которая распространяется по вашему дому и притягивает в него потоки положительных энергий. Если плафон не цел, то проходящий через него свет будет нарушаться, он искажается, а энергия рвется. Соответственно, она не сможет притягивать к себе положительные энергии. Запомните, пожалуйста. Далее растения, которые вьются, они очень плохо влияют на энергетику. Они также разрывают целостность энергетики вашего дома. А когда нет целостности, то негатив проникает в ваш дом и наполняет все пространство, тем самым притягивая к себе то же самое, то есть негатив. И получается так, что в вашем доме, как снежный ком, с каждым разом увеличивается вот эта вот разрушительная энергетика. И в семье, где есть такие растения, постоянно будут скандалы, ссоры, которые также будут делать всплеск негатива, продолжая подпитывать плохую энергетику. Поэтому обязательно пройдитесь по дому и посмотрите на вещи, которые вас окружают. Вы еще можете интуитивно ощутить, какая вещь лишняя и что она притягивает не то, что вам нужно. Вы почувствуете это так, как эта вещь выдает постоянные импульсы негатива из себя. И стоя возле нее, вы это будете вот действительно ощущать. Даже до этого, если вы не ощущали. Главное, прислушайтесь к себе. Вы знаете, что позитив притягивает к себе позитив, а негатив притягивает негатив. Поэтому от того, что притягивает негатив, нужно время. И, нужно вовремя и без промедления избавляться. Не бойтесь это делать, ведь на место этой вещички, предмета с негативом, придет вещь точно с позитивом. Окружайте себя вещами, которые будут притягивать в ваш дом только положительные энергии, а с ними счастье, благополучие и финансовую стабильность. Научитесь не накапливать те вещи, которые несут разрушительную энергию. Вы, возможно, не осознаете, не понимаете иногда и считаете, что без этой вещички вы не сможете прожить и пробыть. Но задайте себе вопрос, а что вы возьмете на тот свет? Пожалуй, даже паспорта своего вам не дадут взять. Поэтому живите сейчас, сегодня
хорошо, радостно и с удовольствием. И вы посмотрите, если вы начнете использовать именно этот принцип, то вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться. Главное, все принимайте с легкостью и с радостью и на позитиве. Старайтесь никогда никому не завидовать, а если появляется именно это чувство зависти, подумайте, почему оно у вас возникло. Возможно, первая причина этого всего где-то кроется в вас.